путешествуя по городам и деревням Андалусии, вы не переставали удивляться яркости красок и диапазону эмоций. В первой части я, например, показал, как можно здесь получить удовольствие, гуляя по краю огромного ущелья. Во второй, как воплотить мечту стать птицей, порхающей в небесах. Все в Андалусии располагает к нирване. Здесь, между горами и морем, душа приходит в равновесие. Здесь кристаллизируется девиз всей Испании «Дальше предела». Про городок Кордова я узнал уже давно, когда читал книгу Дины Рубиной «Белая голубка Кордовы». Тогда еще я узнал, что Кордова необычный город, где на протяжении многовековой истории переплетались судьбы и иудеев, и мусульман, и католиков. Сейчас здесь население всего 325 тысяч человек. Но в X веке, когда он был столицей мусульманского халифата, здесь проживало более миллиона, и уже действовал университет, равных которому не было во всей Европе. Первые в мире уличные фонари именно тогда появились в Кордове. И здесь существовала очень большая еврейская община, и город был крупным центром еврейской культуры. Здесь развивался Талмуд. Старая часть Кордовы очень опрятна. И нам приятно здесь погулять и на каждом углу открывать какие-то следы разных эпох. Нынешний вид одной из площадей Кордовы, площади Корредера, не менялся уже несколько столетий. Площадь сегодня немноголюдна, немного посетителей кафе. Мы заходим в минарет. Это мечеть, которую построил еще какой-то Сулейман давным-давно. И она была в свое время второй по величине мечетью в мире. Она и сейчас огромная. Потом, когда христиане отвоевали эти земли, они сделали здесь собор. А сейчас внутренний двор мечети — это просто огромный парк, где насажены фруктовые деревья. Вот такая красотища. Вот доказательство присутствия евреев в сегодняшней Кордове. Еврейский ресторан Мазави. Сефардский. Довольно мило. Милое местечко. А вот известный еврейский раввин Маймонид, который жил еще в XII веке в этих местах. Ему здесь поставили памятник. В честь его 850-летия памятник воздвигли в 1985 году. А эта узкая улочка — это так называемая улица цветов. Она известна тем, что тут фасады украшены такими цветами. И особенно красиво здесь весной, когда природа цветет. Тем не менее, даже сейчас здесь приятно пройти в тени.
стоит посетить знаковую достопримечательность Кордовы – Алькасар. Это такой дворцовый комплекс, типа Альхамбры в Гранаде, но не такой большой, конечно. Замок служил резиденцией правителей Кордовы на протяжении 2000 лет, а вид сегодняшний его не менялся с 14 века. В 15 веке здесь постоянно проживали испанский король Фердинанд и его супруга Изабелла. Здесь они принимали Кристофора Колумба, который рассказывал им о планах своих будущих путешествий. Замок окружает парк с аллеями, каскадными фонтанами и двориками, которые мы нашли очень располагающими к прогулкам. Это же их надо все время срезать вот так. От места нашей дислокации на побережье Коста-дель-Соль недалеко было до Гибралтара. Это такое мини-государство, которое расположено на скале полуострове высотой 400 с чем-то метров. Чтобы сюда попасть на машине, нам нужно было проходить таможенный контроль, предъявлять паспорт для печати. Самый настоящий переход границы. Раньше этот малюсенький кусок земли являлся британской колонией, но в 1967 году королева Елизавета даровала Гибралтару независимость, но не полную, вроде как особый статус такой. До сих пор здесь ходят британские фунты и символы Британии на каждом шагу. Население составляет около 30 тысяч, в основном англоговорящих. Местный гид рассказал нам, что Гибралтар является офшорной зоной, что, конечно, сюда привлекает финансы, но также и владельцев финансов, скупающих тут недвижимость. Такой повышенный спрос, плюс очень маленькая территория, привели к тому, что цены на квартиры заоблачные, минимум в 2 раза больше, чем в соседней Испании. Естественно, молодежь отсюда уезжает из-за этого, а относительно высокая зарплата привлекает сюда на работу испанцев, которые утром въезжают, а вечером выезжают из страны. Еще из плюсов относительно дешевый алкоголь, табак, парфюмерия и бензин, так что соседи-испанцы также приезжают сюда затариться, естественно в количествах ограниченных, позволенных таможней. Ну а обычные туристы могут найти на этом маленьком полуострове несколько интересных и уникальных мест. Настоящим сокровищем Гибралтара является популяция полудиких обезьян, которая насчитывает более 300 особей. Здесь, на Гибралтарской скале, на воле, они обитают с незапамятных времен. Говорят, еще Черчилль приказал охранять и заботиться об этих гибралтарских макаках. Я думаю, это единственное место в Европе, где наши предки по Дарвину так живут и взаимодействуют с людьми. You drive now, no? Ah, but they're used to it, very nice. Oh man. But I have one pet that is 6 years with me for a long time. Have a look at that. Don't go. Look at your father. Популяция обезьянок на полуострове постоянно увеличивается, в отличие, например, от Северной Африки. За колонией заботливо ухаживают, каждая из 300 особей имеет имя и вшитый чип, с помощью которого специалисты наблюдают за ее передвижением. А англичане даже создали должность – офицер, отвечающий за обезьян. Мил, посмотри, кто идет. Что-то он тебя боится, обходит стороной. Знает, что-то догадывается. Он говорит нам: не отставай, Мила. А где Диана? Уже внизу? Диана, смотри, кто за тобой идет.
Макак Макакович приближается. Собственной персоной, дай ему пройти. Заходим в пещеру, которая называется пещера Святого Майкла. Вообще весь этот мыс Гибралтар, это граненая глыба, она наполнена множеством пещер. 50 километров пещер внутри вырыты были в оборонных целях. Пещера названа в честь Святого Майкла, потому что местные сталактиты, они так выросли в виде крыльев, как будто святого, как будто вот святой изображен. Пещера настолько велика, что в одном из залов сделали вот такое вот подобие театра со сценой, который вмещает более 400 мест. Ну а на стенах и потолках пещеры, украшенных сталактитами и сталагмитами, можно смотреть потрясающее светозвуковое шоу. Ну, в принципе, вот мы на самой точке северной Гибралтара, с которой в хорошую погоду должно быть, по идее, видно Африку. Вот в этом направлении, где-то в километрах 10, я вижу чуть-чуть очертания берегов. Это Африка. А вот это маяк, который до сих пор действует, показывает кораблям путь из Средиземного моря, которая, в принципе, по направлению туда, куда мы смотрим, показывает путь в Атлантический океан, который по направлению в ту сторону. Характерной особенностью городка Сетиниль, что в переводе, кстати, означает 7 раз без результата. Назвали так, потому что тут были какие-то битвы в свое время, и жители города отразили 7 атак, и враг не взял даже после 7 атак этот город. Городку уже более 7 сотен лет, и его характерной особенностью является то, что многие дома, они прям встроены в скалы. То есть базальтовые скалы служат потолками, стенами для местных домов. Местные очень гордятся этим, говорят, что экономят на электричестве, потому что не надо включать кондиционер. Эти скалы, они охлаждают помещение внутри дома во время жарких летних месяцев. Даже сейчас, ноябрь уже, довольно жарко. Днем 25-26 градусов. Посмотрим, как же так люди живут уже 700 лет в скалах. Ну, на самом деле, хотела сказать, безумству храбрых поем мы песню. Люди, которые здесь живут, ну, отчаянные просто храбрецы. Ну да, потому что они не боятся, что скала свалится Им на голову. Но эта зона, ты знаешь, она не сейсмичная. Будем Эти надеяться. земли, тут землетрясений не бывает. Поэтому они считают, что это безопасно абсолютно. В это место обязательно стоит приехать, чтобы своими глазами убедиться, что такое возможно. Эти андалузцы, пещерные люди, использовали природные углубления в скале как помещение. Достаточно было им только возвести переднюю дверь и окно. И еще до недавнего времени все эти пещерные дома были жилыми. В них жили семьи скромного достатка. А сейчас в этих домах востребованные гостиницы, сувенирные магазины,
бары с террасами. Туристический тусняк здесь происходит в основном на двух улицах, похожих к которым мы не увидим больше нигде в мире. Одна улица как будто накрыта каменным козырьком и носит название «Теневые пещеры» Cuevas del Sombra. Сюда солнечные лучи не попадают никогда. И если захочешь позагорать, то переходи на улицу Cuvas del Sol, улицу солнечных пещер. Тут, естественно, фасады домов обращены на юг, получают много света, и на ней в кафешках уже не защитишься от палящего зноя. Con todas las fuerzas de mi corazón. В городке возле Малаги есть необычное место. Монумент, похожий на какой-то сказочный замок. Как оказалось, это сооружение было построено частным человеком, доктором Мартином, который родился в этих местах в Испании в 20-е годы. Затем уехал, работал и жил в Америке долгое время. И после того, как вышел на пенсию, вернулся сюда, в Испанию, и выкупил этот кусочек земли для себя. В те годы, в конце 80-х, как раз Испания готовилась отмечать 500 лет открытия Америки Христофором Колумбом. Был такой энтузиазм у всех. И доктор Мартин тоже подхватил этот энтузиазм. На свои деньги нанял 3 работников, которые день и ночь, день за днем, в течение 7 лет строили этот прекрасный монумент, посвященный открытию Колумбом Америки. Детали, которые внутри сооружения, имеют каждая свой какой-то особый смысл, посвященный каким-то конкретным событиям тех лет, когда Христофор Колумб плавал по миру и открывал новые земли. Кажется, на некоторые башенки можно подняться и посмотреть. Интересно и то, что после своей кончины в 2001 году доктор был похоронен здесь его усыпальница. Это частная территория, это частная земля, но семья великодушно открывает двери этого замечательного места для визитеров. Город Кадис – один из древнейших в Европе. Говорят, его летопись насчитывает более 3000 лет. Более того, он необычно расположен на полуострове, длина которого 9 километров, и который соединяется с материком узким перешейком и несколькими мостами, по одному из которых мы, кстати, и заезжаем сюда на машине. Здесь мы находим тихие улочки с белоснежными домами, неплохо сохранившиеся исторические достопримечательности, а также великолепные набережные для прогулок. Кадис с испанского переводится как «берег света», что не случайно. В Средневековье город действительно считали краем света. Во времена великих географических открытий Кадис стал ключевым портом Испании. От его берегов отправлялись экспедиции в Америку, в том числе открывшего европейцам новый свет Христофора Колумба. Сюда стекалось заокеанское золото, что способствовало, конечно же, мощному экономическому подъему города. А вот внутри средневековой крепости мы нашли такую церковь, пол которой устлан цветами, сделанными из пластиковых бутылок. Такое необычное применение нашли пластиковым бутылкам. И все это дело красиво освещается огоньками.
И ночью через стеклянную витрину с улицы можно наблюдать, как это все переливается и освещает вот этот вот алтарь. Здесь дерево так разрослось, что пришлось ставить такие металлические подпорки, чтобы ветви его не упали кому-нибудь на голову. Ну а если в городе есть трамваи, значит этот город очень большой. А самый большой город в Андалусии — это, конечно же, Севилья. Прекрасная Севилья с населением более 500 000 человек. Здесь даже есть метро. И здесь самое большое количество прекрасных достопримечательностей на квадратный метр. Название города Севилья у меня ассоциируется с жаргонным словом «цивильно», типа круто, восхитительно. Чтобы восхититься вдвойне, мы выбрали вначале необычный способ передвижения по городу – на сегвее. Минут 5 тренировки, и ты ас в управлении этим экологическим транспортом. Скорость сегвей развивает до 15-20 км в час. Много пространства не занимает, по сравнению, например, с велосипедом. И главное, позволяет за короткое время увидеть больше. Местный гид от компании, сдающий на прокат эти сегвеи, ориентирует нас в пространстве города, рассказывая о некоторых его достопримечательностях. А вот это вот вход в университет Севильи. Раньше здесь была королевская табачная фабрика несколько столетий. Затем фабрику закрыли и сделали здесь университет. Примечательно то, что здесь работали только женщины, потому что у них были маленькие руки, им было легче крутить сигары. Сейчас в этой табачной фабрике, то бишь в университете, учатся 65 000 студентов. Это самый большой университет в Испании здесь. Конечно, они учатся не только в этом здании, есть еще здание университета, но это является самым крупным. Примечательно то, что центр города, он свободен от машин. Здесь ходят трамваи, проспекты не заполнены машинами, и можно свободно гулять. Это здорово сделано, приятно, когда нет машин, нет шума вот этого. Можно взять велосипед или сегвей и вот так вот прекрасно кататься. Вот мы зачекинились на великолепной площади Испания, Севильи. Это одна из восхитительных площадей, построена в 1929 году ко всемирной выставке Экспо скульптором Ганнибалом Гонзалесом. Что примечательно здесь, на этой площади, что вокруг нее установлены скамейки такие, и каждый уголок скамеек символизирует какую-то свою провинцию. Всего таких вот уголков 50. Вот это, например, провинция Аликанте. Далее смотрим. Это провинция Альмерия. И панно, выложенное плиточкой, изображает какое-то важное событие из истории этой провинции. Вот этот вот архитектор, который строил все к выставке, он построил еще 3 павильона. Один из павильонов в стиле Ренессанса. Вон тот павильон, к которому мы сейчас подъедем, он в стиле таком арабском, мавританском, да, стиле. И вот этот слева, который сейчас является музеем экологии, он в стиле готики. Мила сейчас благополучно грохнулась. Ну, хорошо, что благополучно. То есть все нормально, только немножко загрязнилась. А река вот эта как-то на букву Г, ГДДД, она очень полноводная и даже судоходная.
Это даже не река, это, как сказали, канал реки, часть реки. А река проходит по другую сторону от вот этого вот района, который на противоположной стороне. Она является самой длинной рекой в Испании. И в районе городка Кадис она впадает в море. С утра прокатились на сегвеях. Я в восторге. Ну, к примеру, я бы с удовольствием даже в Израиле на нем поездила. Ездила, не просто поездила. Красиво очень, есть настолько любопытные места. И действительно неожиданно для меня в Севилье столько достопримечательностей мирового уровня. Прям восторг. И я могу сказать, если у вас будет возможность, становитесь на сегвее. Это экологически чистый транспорт, полезно и красиво. У католиков есть такая традиция. К Рождеству собирать такие типа домики с изображением различных сцен из жизни Иисуса. И вот детальки к этому конструктору, они продаются во многочисленных павильонах здесь на площади перед собором. Можно купить сразу готовую инсталляцию, а можно самому построить, купив различные детали, растения. Даже вот такие есть фонтанчики. Весь конный бизнес в Севилье предоставлен цыганам. Как нам сказали, цыганы содержат лошадей, приглашают прокатиться на лошадках, в то время как цыганские жены тоже подкарауливают туристов, пытаются сучить какие-то веточки и потом попросить денег. Лошадок очень много, мне кажется, туристов меньше, чем лошадок, поэтому здесь идет жесткая конкуренция. Нужно быть осторожными с этими извозчиками, потому что говорят, что они обманывают иногда. Ну вот, Севилья понимать не только в старине, да, есть в городе и архитектурные творения современные, очень впечатляющие. Вот этот комплекс называют грибы. Побывать в Испании и не сходить на шоу фламенко – это, наверное, как быть в Париже и не увидеть Эйфелеву башню. Я очень люблю искусство фламенко. Это прекрасное сочетание страстного танца, зажигательной гитары и своеобразного пения. В Севилье, как и в других городах Андалусии, можно получить истинное удовольствие от фламенко в многочисленных таблау, так называемых. Но мы выбрали театр фламенко, где артисты сумели затронуть все струны души.
время концерта я понял, что фламенко заложено в ДНК любой испанки или испанца. Ведь мы наблюдали этот танец повсюду, на улицах городов. А Андалусия – это ДНК всей Испании. Здесь все пронизано солнцем, свободой духа и страстью к жизни.